Если вы когда-нибудь окажетесь в Генуе и решите прогуляться по ее портовым докам, то вы наверняка удивитесь тому, что на фасадах палаццо, на корме катеров и просто на сувенирных магнитах висит красный крест на белом фоне. И первая мысль: ребятки, а почему у вас везде флаг Англии? Вы что, так сильно ждете в гости фанатов лондонского Арсенала или фанатеете от британской короны? Тут-то и кроется главный исторический пранк, потому что на самом деле это не Генуя косплеит Лондон, а Лондон уже 800 лет пользуется генуэзским брендом. Садитесь поудобнее, сейчас разберем, как суровые итальянские моряки сдали в аренду свой логотип будущей владычицы морской. Выходишь с вокзала, сразу же встречает памятник Кристофору Колумбу. А почему Кристофору Колумбу? Потому что он родом был отсюда, кто не знает. Короче, родом из Генуэзской республики. И в Генуе сразу показ достопримечательностей надо начинать с квартиры. Вот так мы выходим на балкон, и какая красота здесь открывается. Фасады, обратите внимание. Какие красивые, какие балконы резные. Дверь входная. Ай, красота. Вот оно, Карлсон, который живет на крыше. Но это еще не все. Пойдем дальше. А дальше я вас притаскиваю в свою спальню. Кровать, но она нам не нужна, потому что нам нужно вот это. Представьте себе 12 век. Средиземное море в то время это не курорт с шезлонгами, а очень опасное место, где за каждым вторым островом тебя поджидают пираты, готовые пустить твое корыто на дно ради пары мешков специй. Генуя в этот момент обладала суперсилой. У них был такой флот и такие связи, что их боялись даже самые отбитые морские разбойники. А флаг с крестом Святого Георгия был для пиратов чем-то вроде предупреждения: не влезай, убьет. Видишь красный крест, плывешь мимо, если хочешь дожить до ужина. В те времена англичане были скорее начинающими стартаперами в мировом океане. Их король Ричард, видное сердце, собрался в третий крестовый поход, но была проблемка: как доплыть до цели и не быть ограбленным по дороге. В итоге англичане провернули сделку. Они пришли к генуэзцам и фактически оформили платную подписку на безопасность. Английский король платил генуэзскому дожу ежегодную дань. Взамен английские корабли получали право поднимать флаг Генуи. Бонусом шло право заходить в генуэзские порты и пользоваться их защитой. Шли века, Генуэзская республика успела расцвести, пережить кучу интриг и в итоге в 18 веке кануть в лету под натиском Наполеона. А вот Англия про свой арендный флаг как-то подзабыла. В итоге крест Святого Георгия так прижился в Англии, что стал основой Union Jack. Но в Генуе про это помнят до сих пор. Несколько лет назад мэр Генуи даже в шутку, а может и нет, отправил письмо королеве Елизавете II, мол, Ваше Величество, за вами должок по аренде флага накопился за последние 250 лет. Вот это мой дом, где я живу, у меня вот там 6-й этаж с балконом моим красивым. Вот я вышел, здесь сразу же церковь, которая колокол бомбит, мне кажется, в любое время, там каждый час он отбивает. Только выходишь, вот сразу же здесь вот чем отличается Генуя от всего, где я был раньше в Италии, потому что здесь, вот дома вот такие, они просто как стенами улицы заканчиваются. Раз у тебя стена, какая-то лестница, сверху еще дома,
Вот, короче, очень необычные улицы и вообще город. Главная фишка Генуи — Каруджи. Так на лигурийском диалекте называют те самые легендарные узкие улочки Генуи. Если в Турине или Милане по улицам можно гонять хоть на танке, то в Генуе в некоторых местах вы не сможете даже раскрыть зонтик, не задев при этом стену соседа. Генуя — город портовый. В средневековье незваные гости в виде пиратов могли нагрянуть в любой момент, и Каруджи строились как идеальная ловушка. Если в город врывается толпа вооруженных сарацин, они не могут идти строем. Им приходится протискиваться по одному, эдакий эффект узкого горлышка. Местные жители в это время сидели на своих высоких этажах и просто выливали на голову захватчиков кипящее масло или кидали камни. В этих Каруджи нет прямых линий. Это лабиринт, в котором местный пролетит за минуту, а чужак за углом встретит тупик и порцию люлей от городской стражи. Генуя сама по себе город зажатый. С одной стороны море, с другой горы. Места под застройку было меньше, чем парковок в центре Москвы в пятницу вечером. Поэтому генуэзцы решили, что раз нельзя вширь, пойдем ввысь. Так появились первые в Европе многоэтажки. В 12-13 веках здесь строили дома в 5-6 этажей. Это был настоящий Нью-Йорк того времени. Чтобы эти махины не схлопнулись друг на друга, между домами перекидывали каменные арки-распорки. В Карудже царит вечный полумрак. Солнце туда заглядывает на 5 минут в день, когда оно стоит строго в зените. Из-за этого у генуэзцев выработался свой лайфхак по добыче света. Стены домов красили в максимально светлые тона, в идеале постельно-желтый или розовый. А еще Каруджи — это самая большая сушилка для белья в мире. Из-за высокой влажности и отсутствия балконов местные до сих пор вешают белье на веревках прямо над головами прохожих. Вот такие улочки. Это не просто какая-то там переулок, да, скажем так, или такой какой-то проулок, соединяющий, да, большие улицы. Это прям конкретная улица. Здесь все идут магазины, рестораны, кафе, отели на вот таких улицах. Вот тоже стена такая, похожая на какую-то средневековую. Интересные такие ощущения. Идешь здесь по улицам, сыро, влажно, дождь еще был. Крики чаек слышно. Квартира 45 метров квадратных, 129 тысяч евро. Сейчас за 10-11 миллионов можно. 100 квадратов можно купить за 200 тысяч евро. 200 тысяч евро это сейчас 18 миллионов. 18 миллионов. Ну, в Москве дороже ценник. Короче, можно здесь как загородную недвижимость купить. В Генуе. Улица такая раз. Может зайти, не знаю, что там. Я не знаю, что это. Какой-то палаццо. Я просто взял, зашел сюда. К кому-то в дом. Ну, красиво. Нечего было делать красиво. Я бы не заходил, было бы, если не красиво. Это бизнес-центр какой-то сейчас. Да, вот мы там жалуемся, когда купил квартиру, тебе там через полгода рядом строят небоскреб, вида нет никакого, все. А здесь, в Генуе, здесь просто, здесь уже давным-давно так делали. Вот расстояние между домами. Здесь, короче, просто вышел на балкон, так раз поздоровался с соседом. Просто из окна вот так руку протянул. А вот. Два дома напротив. Тут можно перепрыгнуть из одного окна в другое. Слушайте, если в России в каждом городе должен быть памятник Ленину, то в Италии это памятник Джузеппе Гарибальди. Если в итальянском городе нет улицы Гарибальди, площади Гарибальди или хотя бы кофейни с названием Гарибальди, то это, скорее всего, не Италия, а вы просто в Химках. Этот мужик с бородой и вечно суровым взглядом — супергерой 19 века. Эдакий Че Гевара, Тони Старк и Робин Гуд в одном флаконе. Только в красной рубашке и с итальянским акцентом. Почему все так по нему фанатеют? Начнем с того, что Джузеппе был профессиональным революционером. В какой-то момент его так попросили из родной Италии за попытку устроить бунт, что он умотал в Южную Америку. И что вы думаете? Он не стал там мирно выращивать авокадо, а вписался в местные разборки в Уругвае и Бразилии. Научился воевать в стиле Безумного Макса и стал легендой еще до того, как это стало мейнстримом. Именно там он придумал свой фирменный мерч – красные рубашки. Почему красные? Да просто они были дешевые. Это была форма мясников на бойнях, которую он закупил для своих парней. В итоге этот дешманский прикид стал самым узнаваемым брендом в истории революции.
Здесь решили не заморачиваться на этой улице Гарибальди. И взяли и всю улицу внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Потому что здесь дворцы, короче, еще времен 16-17 веков. Вот, дворцы, банки, ну, короче, вся улица. Ну, реально идешь просто как улица-музей. В Генуе Гарибальди фигура почти сакральная, потому что именно отсюда, из пригорода Куарто, в 1860 году он отправился в свой самый главный тур – легендарную экспедицию 1000. Мужик собирает 1000 добровольцев, грузит их на 2 ржавых парохода и плывет отжимать Сицилию у целого королевства. Он высадился на юге, устроил там настоящий экшен, раздал люлей всем несогласным и фактически подарил юг Италии королю Виктору Эммануилу II. Самое забавное, что сам Гарибальди был фанатичным республиканцем и короля, мягко говоря, не любил. Но он настолько горел идеей объединения страны, что наступил сам себе на горло и сказал: окей, пусть будет король, лишь бы Италия была одна. При всем этом он был максимально скромным парнем. После всех своих побед, когда ему предлагали титулы, замки и золотые горы, он просто взял мешок семян, немного макарон и уехал на свой крошечный остров Капрера сажать огород. Это на вот этих улицах запах, конечно, такой специфичный. Особенно вот когда все открыто, все магазины, и рыбные, и жрачка где-то готовится. Улочки-то узкие. Этот вот весь запах тут стоит. Где-то вонь стоит, понятное дело, от чего. Где-то пекут, где-то фрукты продают, но где фрукты там нормально. Где-то индийскую еду какую-то делают. Что ж, самое время выйти из тени узких Каруджи на свет Божий прямиком на Пьяцца де Феррари. Сразу снимем вопрос, который мучает каждого второго туриста. Нет, площадь названа не в честь Энцо Феррари и его красных суперкаров. Площадь получила имя герцога Рафаэля де Феррари. Он был местным олигархом и меценатом 19 века. Вкладывал в Геную столько денег, что мог бы, наверное, вымостить ее золотом, но ограничился постройкой порта и железных дорог. Главная фишка здесь гигантский бронзовый фонтан. Он тут появился в 1936 году и сразу же стал главным местом встреч. В Генуе не говорят «встретимся у фонтана», здесь говорят «встретимся у чаши». А фонтан площади подарил Карло Пьяджо, сын чувака, который создал мотороллер Веспа. А вот что по еде, по итальянской? Вообще, как бы я понял, катаясь по городам, по разным, и вот здесь тоже, в Генуе находясь, вот чисто туристическое мнение, это не мнение там какого-то знатока, гурмана и прочее, а вот чисто такое туристическое мнение. Вот, во-первых, еда отличается в зависимости от региона к региону. Во-вторых, вот эта вот генуэзская тема, история с фокаччей. Да, здесь везде на каждом углу эти фокачерии. Что такое фокачерия? Фокачерия, фокачча, хлеб тупо. Хлеб там и с оливковым маслом. Да, ну потом уже добавляй, что хочешь, как бутерброды, да, делаешь там с колбасой, с сыром, с чем угодно. А вообще эти фокачерии, они как наши булочные. Вот как пирожки с мясом, с капустой, с яйцом. Вот здесь это фокачерии. Вот. Вот этот хлебушек, куда там колбаску положили, или сырок положили, помидорки. Жирная такая она от масла. И что могу сказать по еде вообще? То есть наши там итальянские рестораны и вот ихние рестики ничего общего между собой не имеют. Потому что здесь большая часть, ну не знаю, мне кажется, 80-90% это такие забегаловки. Это такие дешманские, ну как дешманские, они, может, и не дешманские, но они как бы, ну просто такой простые, быстро что-то перекусить такое вот, схватить на бегу, полусухое, короче, ничего никакого там такого сверхъестественного гурманства. Что касается кофе, тоже история, ну как бы здесь классика, да, причем кофе много где не такое прям там шикарное, это не наше там рафы на миндальном, там и все виды сиропов там тебе там, вот это вот украшательство кофейное. Здесь этого нет, просто вот капучино там тебе
эспрессо, все, вперед, давай. Фокачкой закусил, вот, и все. И пошел с листом салата. И вперед, иди дальше своими этими туристическими движухами занимайся, смотри достопримечательности. Вот это такая общая картина по такой вот большей части еды и по большей части вот этих всех там кофеин и прочего. Вот еще вот эти вот переулки такие сырые здесь. Улицы сырые, специфический запах. Где-то вот это вот, короче, колбасой пахнет, где-то рыбой пахнет, где-то капает на тебя, на голову, потому что стены просто метр сюда, метр сюда. Именно в Генуе в 1407 году открылся банк Сан-Джорджо. Это первый в мире коммерческий банк. Он был настолько крут и богат, что буквально давал деньги в долг королям и императорам. Самым знаменитым клиентом банка был Христофор Колумб. Никколо Макиавелли смотрел на этот банк и говорил, что это государство внутри государства. Банк Сан-Джорджо управлял колониями, имел свой флот и, по сути, решал, какое государство сегодня будет воевать. Генуэзцы придумали давать деньги под проценты, потом поняли, что это рискованно, и следом придумали страхование. Ну вот просто давай представим, вот ты купец, отправляешь корабль за специями. Шанс, что его сожгут пираты, потопит шторм, примерно 50 на 50. И вот тут появляется генуэзский делец и говорит: слушай, дружище, давай ты мне сейчас дашь немного денег, а если твой корабль пойдет на дно, я выплачу тебе его стоимость. Так в 14 веке в Генуе родилось морское страхование. Без этих бумажек никто бы никогда не рискнул плыть, открывать новые земли. Так что, по сути, современная экономика стоит на плечах тех самых просоленных генуэзских страховщиков. Один из самых известных домов в Генуе. Что это за дом такой? Почему он такой известный? 1451 год. Дата рождения Христофора Колумба. В этом доме с 1455 по 70-й, короче, 14 лет здесь жил Христофор Колумб. Первый этаж. Тут была мастерская его отца. На втором этаже они жили. Но это все как бы может быть и не совсем правда, хотя скорее всего это правда. Потому что дом этот, он возведен, отреставрирован, он был разбомблен, его тут не было. Короче, почему? Потому что вот там городские ворота, крепость средневековая. Вот там крепость средневековая. А вот та крепость, она старше. Средневековая это там 12 век. 12 век, плюс-минус. То есть дом этот был уже значительно позже построен. Ну и если тут вот этот дом стоял перед воротами, то понятно, что если кто-то хочет атаковать, напасть на город, то они будут, очевидно, через дом Колумба как бы пробираться. Отец Колумба, он был ткачом. Вот, он был ткачом, но были они не богатые. Отпуск на Мальдивах они себе позволить не могли. Значит, поэтому что? Поэтому Колумб пошел сам плавать. А в чем еще Генуя первая? Помните, как англичане одолжили у Генуи Красный Крест? Так вот, в 1893 году случился ответный визит, и на этот раз британцы привезли в Лигурию кое-что поинтереснее геральдики. Это был ФК Дженуя, да, футбольный клуб Генуи. Вообще, изначально это был такой закрытый британский междусобойчик для игры в крикет. Туда пускали только обладателей английского паспорта. Все изменилось, когда появился Джеймс Спенсли. Это английский врач и по совместительству футболист. В 1897 году он решил, что махать битой скучновато, и открыл футбольную секцию. Собственно, как раз Спенсли считается тем, кто привез футбол в Италию. В итоге Дженуя стала старейшим футбольным клубом страны. Свой первый титул они вообще взяли за один день. Турнир тогда был короче, чем современный обеденный перерыв. С тех пор за ними закрепилось прозвище Грифоны, а их красно-синие цвета стали таким же символом города, как и те самые Каруджи.
Давайте вынырнем из лабиринтов Каруджи, и прямо перед нами появится собор Сан-Лоренцо. Первый собор появился на этом месте еще в V веке. Потом его перестраивали, он горел, снова строили, снова перестраивали. Короче, все это продолжалось в течение нескольких столетий. В итоге он сочетает в себе сразу разные архитектурные стили и тренды. Фасад. Обратите внимание, у него есть порталы, которые мне чем-то напоминают французскую готику. Также посмотрите, полоски на фасаде. Вот эти полоски, это было что-то типа вип-декора. Такую раскраску могли использовать не все, а только определенные слои общества. Для любителей теории заговора и сокровищ. В соборе Сан-Лоренцо есть музей, а в музее находится чаша из зеленого стекла. Генуэзцы несколько веков были уверены, что это тот самый святой Грааль, который Иисус использовал на Тайной вечере. Наполеон тоже был тут замешан. Он в свое время так впечатлился, что на какое-то время забрал эту чашу в Париж. Наверное, пил с нее вино сам. Я когда был в Валенсии, там тоже снимал собор, не менее старинный, но другой. Так вот, там тоже есть тот же самый Святой Грааль. Или может другой Святой Грааль. Короче, в каждом старом соборе должно быть по знаменитому Святому Граалю. Тому самому Святому Граалю. Все, я, короче, поднимаюсь по лестнице вот этой узкой круглой башни. 1500 какой-то там год она была построена. Сейчас понятно, что здесь фонарики, такие окошки есть. А раньше? Что было раньше? Окошек точно. Как сами дырки-то были, а стекла, скорее всего, не было. Из-за дождя я бы, наверное, может быть, и не... Не, я зашел бы сюда, в собор, но, может, и не поднимался бы наверх, на башню. Но из-за дождя я решил, как бы, надо заскочить, ну, посмотреть, переждать дождик. И тоже поднялся на башню, и вот этот вот вид, а это, я считаю, наверное, одна из крутейших штук, которую можно здесь сделать, это подняться и посмотреть на город сверху. А это стоит того. Я здесь как Карлсон, который живет на крыше. Шведка Астрид Линдгрен, 1960-е. Не так уж и давно, то есть не какие-нибудь там, не у какого-нибудь средневековья. Придумала Карлсон, который живет на крыше, и вроде как, что она вдохновлялась домом, в котором они жили, там была крыша такая необычная. Но увидев вот это вот все и вот эти вот крыши, я не знаю, видела ли она, была ли она в Генуе, здесь точно можно черпать вдохновение. Вот площадь, да, я в соборе, в храме вот в этом вот красивом. И вот крыши. Там стоят такие навесики со столиками. То есть люди выходят. Вот там тоже крыша. Вот, пожалуйста, рядом. Раз, вот там не видно сейчас? Или видно? Вот эта штука, это тоже столики, стулья. И вот так вот везде по крышам. Здесь вот как раз можно фильмы снимать про всяких там паркурщиков или там Джеки Чана. А теперь выходим на пьяцца Маттеотти и упираемся взглядом в Палаццо Дукале. Это главный офис генуэзской власти на протяжении многих столетий. Он же Дворец Дожей. В Венеции, помните Дворец Дожей? Так вот, здесь в Генуе тоже свой Дворец Дожей. Генуэзцы строили его, конечно же, с размахом. Все это началось в
конце 13 века. В итоге получился своеобразный мегакомплекс. Это такое здание-мутант. Здесь есть и средневековые башни, и неоклассические фасады. Какой была жизнь местного дожа, правителя республики? Вообще она была далека от сказки, потому что в отличие от венецианских коллег, которые правили пожизненно, генуэзских дожей после реформы 1528 года переизбирали каждые 2 года. Все это время они были фактически заложниками во дворце. Дожу было запрещено покидать здание без официального разрешения. Такая вот золотая клетка. Для чего это делалось? Ну, чтобы он не вздумал устроить переворот или, слишком тесно подружиться с какими-нибудь врагами республики. Еще есть тут башня Торре Гримальдина. Она несколько веков служила элитной тюрьмой для политических врагов и заговорщиков. Говорят, что в ней, возможно, в свое время сидел скрипач Никколо Паганини. Там тоже интересная история. Он вроде как похитил девушку, с которой он встречался без разрешения отца, за что тот на него устроил донос. Вот тоже гуляю по дворцу Дожей. Сейчас культурный центр. А раньше здесь вот правители Генуэзской республики были. Представьте, 800 лет назад. И сейчас есть возможность гулять по всему вот этому делу, где когда-то правители Генуэзской республики сидели. А теперь посмотрите на вот эту маленькую деталь или большую деталь. Тритона на входных дверях дворца Дукали. Теперь вспомните Starbucks. Как вы думаете, чем вдохновлялся Starbucks для создания своего логотипа? Тритон — это свита Нептуна. Они используют раковины, чтобы успокоить море или наоборот поднять шторм. В 1971 году основатели Starbucks искали морской символ для имиджа компании. В старой книге по морской истории они нашли скандинавскую гравюру 16 века. Этот образ двуххвостого существа был популярен в европейском искусстве эпохи Возрождения и барокко. В Генуе, которая была морской сверхдержавой, такие фигуры, тритоны и сирены, часто украшали входы во дворцы, в эти палаццо, символизируя власть над морем. Дизайнеры Starbucks выбрали этот образ, чтобы подчеркнуть связь кофе с морскими перевозками и портовым Сиэтлом, где основали Starbucks. Чей флаг? Ничего не напоминает? Ну, скорее всего, вам быстрее напомнит флаг Англии, нежели флаг Генуи. Потому что не каждый знаком с флагом Генуи, но с флагом Англии точно все знакомы. Почему у Англии и Генуи один и тот же флаг? В Генуе полно слепых окон. Посмотрите на фасады. Вот некоторые из окон, они нарисованы. Нарисованы настолько идеально, прям со ставнями, с занавесками, что вы даже можете и не отличить сдалека. Это не просто дизайнерский прикол какой-то. Был период в Европе, в Великобритании, кстати, тоже. Тогда вводили налог на окна. У меня здесь 6 окон напротив. Я представляю, сколько бы я платил, по 2 метра высотой каждая. Чем больше света в доме, тем больше ты платишь в казну. Чем больше окон, больше денежек заплати. В итоге генуэзцы просто закладывали окна кирпичом, а сверху рисовали имитации этих окон. Так фасад выглядел симметрично и дорого-богато, но при этом налоги не съедали весь домашний бюджет. Еще один архитектурный прикол — это арки-распорки между домами в Карудже. Точнее, это не прикол, а необходимость, чтобы здания не схлопнулись. И изначально их строили для устойчивости, но, естественно, предприимчивые генуэзцы смекнули, что это бесплатная жилплощадь. То есть они начали надстраивать комнаты прямо на этих арках. Фактически они расширяли так свои квартиры за счет пространства над улицей. Есть тут и еще необычная фишка. В старых двориках в районе порта можно увидеть, что лестницы в домах часто идут по внешней стороне здания. Они неприлично широкие. Это делалось для того, чтобы богатый купец мог заехать к себе в квартиру на 2-й или 3-й этаж прямо на лошади. Или чтобы грузчики могли затащить тяжеленные тюки со специями, не обдирая стены в узких коридорах. Красивое здание, тоже красивое здание с башенкой. Некрасивое здание, и вон еще очень красивое здание. А вот между вот этими двумя красивыми зданиями вот такая дырка, это проход, это улица. Вот у меня тут над головой идет автомагистраль. Чтобы по центру не ехать, не проезжали машины, не портили атмосферу вот эту всю туристическую. Они взяли, над головой пустили. Но мне эта штука удобна, то что если льет дождь, то, по крайней мере, не нальет на голову. Ай, какая штука крутая, вау! Вот это просто вау! Я не знаю, настоящий ли он или не настоящий, но это, блин, мощь.
А теперь отправляемся в Бакадасы, то, ради чего мы сюда приехали. Это старинный рыбацкий район с разноцветными домиками, и многие из вас, скорее всего, видели эти домики на открытках. Это одно из самых фотогеничных мест Генуи. По самой популярной версии, название произошло от формы бухты, которая напоминает пасть осла. Я не знаю, я не смотрел на бухту сверху и не знаю, смотрели ли на нее сверху вот те рыбаки, как они туда, были ли у них дроны или как они это поняли. По легенде, деревню основали около 1000 лет назад испанские рыбаки. Они попали в сильный шторм, и чтобы спастись, они вот пристали в эту бухту, им понравилось, и они решили остаться. Здесь до сих пор живут настоящие рыбаки. Они каждое утро выходят в море и сушат сети прямо на галечном пляже. Вы удивитесь, но это место считается обязательным для любителей, нет, не какой-нибудь жареной рыбы, фиш энд чипса, а для любителей мороженого. Местная джелатерия – это одна из старейших и самых популярных в городе. Дегустация мороженых на ступенях у моря – это традиционный ритуал для генуэзцев. Ну и, конечно, для туристов. Я стою, снимаю, мне подходит, говорит, уйди, дай сфоткаться. Говорит, дай мне тут сфотографировать. Я говорю, извините, вообще-то я как бы снимаю. Я говорю, ну окей, понятно. То есть такие туристы, сразу налетает несколько автобусов этих туристических по 50 человек. Все вываливают, все единомоментно начинают фотографировать. Вот, но сейчас вот эта вот куча мала, она немножко ушла дальше. Рыбацкая деревня, да, видно сразу, что лодки стоят здесь вот и до сих пор рыбачат. Перенесемся на минуту в Буэнос-Айрес, в Аргентину. Знаменитый район Ла-Бока. В Аргентине он был назван и обустроен генуэзскими иммигрантами в 19 веке. И назвали его в память о родном Бакадасе. Да, тогда иммигранты привезли с собой не только название, но и традицию красить дома в яркие цвета. Интересно, что такие цветные фасады домов имели практическое значение. Рыбаки могли издалека увидеть свой дом, возвращаясь с моря в тумане или в сумерках. Есть мнение, что рыбаки использовали ту же краску, что и для своих лодок. Лодки красили в яркие цвета, чтобы было лучше видно на воде в случае чего. Краска оставалась, и ею покрывали стены домов, чтобы защитить их от соли и влаги. Помимо этого, цвет дома мог служить семейной идентификацией. Цвет дома помогал различать владения разных кланов. Сегодня традиция красить дома в такие цвета строго охраняется законом. Вот если вы решили там пожить, вы не можете просто взять и вот ваш розовый дом перекрасить в синий. Нельзя. Жители Бакадасы тоже не могут сделать это по своему желанию. Они обязаны выбирать оттенки из специальной муниципальной палитры, чтобы сохранить исторический облик постельной бухты. Над разноцветными крышами вы можете увидеть замок Казаретто. Его построили совсем недавно. Он был построен в 20 веке, то есть он не старинный какой-то, не средневековый. Но он был стилизован под средневековье и отлично вписывается в общую картину. А теперь представьте. В начале 20 века Генуя активно расширялась, и Бакадасы планировали снести всю эту красоту вместе с лодочками. Все это должно было быть снесено. Для чего? Чтобы построить набережную Корсо Италия. Но спасибо Тритонам и Посейдонам, кто там у них, район уцелел. И все это благодаря протестам местных жителей, которые не дали разрушить историческую застройку. Представляете, вы живете вот в такой вот коммуне, и к вам тут постоянно наведываются толпы туристов. Вот у вас такой заборчик, дверка, окошки. И просто толпами ходят туристы. Но там внизу, которые рестики, кафушки, им-то по кайфу, наверное. Там у них там очереди, как в Макдональдсе. Лигурийцы. Они обожают фокаччу. Здесь везде это фокачча. Настоящая генуэзская фокачча должна быть толщиной в 2 пальца. Когда вы ее берете, она такая жирненькая. Это все из-за того, что она пропитана оливковым маслом. Сверху у нее ямочки. Пекари делают эти ямочки пальцами. Вот прям берут вот так вот, натыкали пальцами. У этих дырок даже есть свои названия. Представляете?
амбелики. Что это значит? Пупки. Это хлеб с пупками. В этих пупках или лунках скапливается соль и масло. Само название происходит от латинского слова фокус. В античности фокус также означало не концентрацию внимания, а костер. В центре жилища на этом костре выпекали лепешку из муки, воды и добавляли оливковое масло. Вот и все. Историки вообще смотрят на фокаччу как на прародительницу пиццы в ее самом простом варианте. Совсем недавно археологи в Помпеи, буквально несколько лет назад, откопали фреску, на которой изображен серебряный поднос. На серебряном подносе среди многих блюд есть и та самая фокачча. Ее по сути использовали как съедобную тарелку, то есть брали вот так фокаччу и на нее наваливали мясо, овощи, вот это вот все вы сверху съедали, это вот заканчивалось, ну и потом ели саму фокаччу, пропитанную вот этим вот всем соком. Ели и бедняки в это дело, и рыцари тоже не стеснялись. Да, как сейчас. Хлеб он для всех, только у одних он один хлеб, да, у других другой. Посмотрите наш выпуск про хлеб, кстати. Да, у нас есть и про хлеб, и про блины. Едем дальше по Италии. Сейчас фокачча имеет множество вариантов. В Венеции есть сладкая версия с изюмом. Фокачча вообще на протяжении всей истории это такой идеальный фастфуд. Для моряков, для портовых грузчиков, она калорийная, долго не черствеет, ее удобно жевать на ходу, на бегу. В 16 веке генуэзцы ели фокаччу в церквях, во время свадеб, во время похорон. Доходит до того, что местный епископ просто запрещает жителям есть булки в храмах. Он уже говорит, ну вы обалдели уже. Вот забегаловка в самом центре. Называется Панини Гурме и гамбургер. Уличная еда. И панини, и гамбургер, и сосиска в тесте. Короче, все, что хочешь. Выглядит это вот так. Просто ларек под мостом. Как вы относитесь к еде в ларьке под мостом? Вот я так же. А что насчет песто? Само название происходит от итальянского глагола pestare. Буквально означает толочь. Родина этого соуса — Лигурия. Столица и крупнейший город — Генуя, где вот мы с вами и находимся. Именно на севере Италии, у подножья Апеннина, растет тот самый базилик, и местные уверены, что секрет в особой почве и морском воздухе. Так что если вдруг вы хотите вырастить такой же куст на подоконнике, это, конечно, можно, но результат будет, скорее всего, как песто с Алиэкспресс. Официальный рецепт песто легализовали только в 1863 году. Гастроном Джованни Баттиста Ратто. Он вписывает рецепт в свою кулинарную книгу. Вообще изначально это был не соус, это была мазь. Лигурийские моряки прикладывали кашицу из базилика и масла к кранам. Но потом один сообразительный матрос, или несообразительный, а просто голодный, взял это лекарство и не положил его на кусок хлеба. А дальше песто стал идеальным дополнением и для брускет, и для мяса, и для фокаччи. А еще этот соус можно добавить даже в суп. Друзья, спасибо вам за просмотр. Это вторая часть нашего выпуска про Геную. Посмотрите и первую часть. Она будет ниже в описании. Мы продолжим наше путешествие по Италии, поэтому подписывайтесь. Еще у нас много выпусков и из других стран. Вот в эту поездку я, допустим, съездил в Париж и в Великобританию, откуда тоже будут туристическо-исторические выпуски. Подписывайтесь, если вам нравятся подобные ролики. Ставьте лайк, если было интересно. Пишите в комментариях, пишите в комментариях все что угодно. Это помогает в развитии нашему каналу. И не забывайте, что у нас есть и второй канал, если у вас есть дети, которые хотят поехать на учебу за границей, в детский лагерь. Канал SMAPS Education. Там мы делаем обзоры на учебные заведения по всему миру. Ездим туда, снимаем и показываем вам. На нашем сайте www.smaps.ru вы можете выбрать для себя учебное заведение за границей, или вы можете подобрать для своего ребенка лагерь, школу, колледж, университет. И у нас отличные, крутые менеджеры, которые сами ездят тоже по школам и по университетам, смотрят, сопровождают детей, которые прям там же на сайте могут ответить на все ваши вопросы. И увидимся в следующем выпуске. Спасибо!